Привет, мои дорогие девочки! У нас сегодня гадание будет на тему «Жив или мертв загаданный человек?». Что с ним случилось, с пропавшим человеком, про которого вы думаете или переживаете. Давайте посмотрим, жив или мертв загаданный человек. Можете, девочки, у нас будет 4 варианта. Мы будем все-таки как на живых пытаться смотреть, да. Поэтому вы можете одну карту загадать как основную и вторую как дополнительную. То есть мы посмотрим, вот почему именно 2 карты советую вам выбирать. Потому что, чтобы вы для себя даже видели, жив или мертв, 2 картами, чтобы гадание было более точным. У нас 4 варианта: первый, второй, третий, четвертый. Загадывайте, пожалуйста, свой жив или мертв загаданный человек. И, кстати, у меня, девочки, есть гадание на эту тему, гадание на Таро, жив или мертв человек, которое я периодически там выпускаю. То есть вы, если вы введете жив или мертв человек о главном ТВ, да, на ютубе в поиске или о главном, то вам выбьет много гаданий, поэтому вы можете вот для себя составить такую более четкую картину, вот выбирая какие-то именно варианты по своей интуиции, да. То есть этот же человек к вам ближе, и когда вы выбираете эту какую-то карту, вы сможете вот полную картину понять. Ну что, давайте посмотрим, жив или мертв загаданный человек. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Сфокусируйтесь на нем, посмотрите на рубашку Таро, подумайте о нем, представьте его. И представьте, как будто вы сейчас за его спиной стоите и смотрите ему в спину, в затылок. А мы его к вам развернем и посмотрим, что там. Итак, первый вариант. Жив или мертв загаданный человек. Жив, девочки. Мужчина, это выпал рыцарь кубков. Это человек живой мужчина. Жив или мертв загаданный человек. Двойка хазардов. Но он знает, что он потерянный. То есть двойка хазардов его ищут. Шестерка мечей не могут найти. Пятерка костей. Девятка. Его, девочки, тут такое идет. Его проблематично найти. То есть это не просто вот выше, он сам найдется, да. Это дело в том, что его будут искать или уже ищут этого человека и найти не могут. Найти его действительно тяжело. Найдется ли он вообще сам? Нет, он сам, девочки, не найдется, его надо искать, ему надо помогать найтись. Найти его могут только люди, как говорится, в погонах. Они как этим чем-то таким вот обладают, да, ресурсами какими-то, которыми могут его найти. Найдут ли они его? Найдут. Так, что ему поможет? Десятка костей, тройка хазардов. Он должен себя максимально вести благоразумно, скажем так, да. Он должен прятаться. Выпал отшельник. Чем лучше он будет прятаться, тем... И вот смотрите, ему надо прятаться, чтобы его не нашли те, которым не надо, чтобы находили. И ему надо себя очень благоразумно вести. С чем это связано, девочки? Ну, смотрите, сегодня сами знаете, какие у нас события, да. Тут 8-й старший аркан правосудия и отшельник был. Он находится вот в таком вот состоянии, да, что, я так думаю, все-таки вот здесь, во-первых, он жив, во-вторых, он как прячется, да. И дело в том, что его будут искать, потому что сам он не выходит для того, чтобы вот его нашли. Его найдут и будут искать люди в погонах, да. И единственное, что здесь выпало, когда ему, во-первых, как ни странно бы это ни звучало, да, ему карты говорят здесь: а ты хорошо прячься, чтобы тебя не нашли. Жив или мертв загаданный человек. Девочки, но тут будет такая вот один момент такой, да. То есть на тот момент, когда мы с вами раскладываем, он очень живым идет, да, живой рыцарь кубков. Но дальше выпадают не очень хорошие карты, да. То есть тут такой вот момент будет именно в его нахождении. Именно в его нахождении. Кто его найдет, да? Или в каком состоянии его найдут. Это уже совершенно другой вопрос. Но
Мне не хочется здесь ничего плохого говорить, но, скажем так, да, ему надо очень сейчас мудро себя вести, хитро себя вести. Ему надо как лис, скажем так, себя вести, да, для того, чтобы не перейти в категорию, скажем так, другую. Жив или мертв загаданный человек. Ему надо схорониться. Сила выпала. У него будут шансы, хорошие шансы. Но ему надо прятаться, девочки, потому что если он не будет прятаться, опять повешенный, и опять отшельник выпадает, да? Это, девочки, вот тема такого, знаете, без вести пропавшего все-таки человека. На данный момент он жив, но я бы вам посоветовала, вот если вы его ждете, да, переживаете именно за этого человека, то вот побольше вот молитесь, призывайте его, чтобы он пришел к вам живым и невредимым, понимаете? Потому что у него потом возникнут определенные сложности, скажем так, да, с выживанием его. Поэтому все, что в ваших силах, не сколько розыск, да, то есть вы его не найдете, его только могут найти люди в форме. И поэтому дайте ему каких-то душевных сил, передайте вот свою какую-то, свою энергию, поделитесь с ним, да, зажгите свечи, девочки, вот свечи, которые на окне стоят, но будьте осторожны, чтобы у вас там ничего не загорелось, тюли и все остальное, то есть это можно свечу поставить в воду или в подсвечник и в миску с водой, да, чтобы она стояла, чтобы не было ничего рядом горящего, это очень важно, да. И просто на эту вот свечу перед окном говорить: я хочу, чтобы ты вернулся, я хочу, чтобы ты вернулся домой, чтобы ты меня нашел, чтобы эта дорожка для тебя чистая, светлая была, да, можно еще молитвы какие-то произнести. То есть на данный момент человек жив, и ему нужны какие-то тоже определенные силы, чтобы он не потерял себя. Понимаете, девочки? На данный момент он жив. Если вам эта информация помогла, я буду за вас очень рада. Но действительно, тут мы не можем ему помочь, он должен выходить, скажем так, сам. И тут еще какая-то такая странная была информация, что там это насчет того, что надо ему прятаться либо выходить, да. То есть тут все зависит от того, что у него будет в голове. Захочет ли он жить или захочет ли он умереть. И вот его поведение вот именно будет связано с его какой-то мотивацией в определенный момент, да. Вот такие дела, девочки. Поэтому ваши, например, чувства, ваша какая-то вот энергия, молитвы, направленные в его сторону, этому бы человеку помогли. Вот такой вот первый вариант. Он жив. Второй вариант. Давайте посмотрим, жив или мертв загаданный человек. Он, девочки, был в таком моменте, что он мог умереть. Но он жив, его ждут, этого человека. Но он не знает, как выйти, не знает, как вернуться. Нету сейчас пути домой. Он не начал идти домой. Он жив, девочки. Мужчина живой, мужчина при какой-то работе, чем-то таким он занимается, но вот как будто он и не хочет быть обнаруженным. Все с ним будет хорошо. Этот человек жив, девочки, да. Но тут какая-то еще тайна должна быть все-таки соблюдена. То есть он не хочет, чтобы сейчас кто-то знал о нем, жив он или мертв. То есть это этот человек, который сам думает о том, да, давать ли такую информацию, либо не давать. Вот он знает. Давайте еще посмотрим. Жив или мертв загаданный человек. Жив или мертв загаданный человек. Он жив, девочки, и он прячется. Он прячется от кого-то. Он прячется от кого-то. И он не один. Этот мужчина еще с каким-то мужчиной другим. У него сильные идут карты, то есть он выживет, девочки. Он
думает про вас, кстати, да, но он знает, что связь между вами потеряна, девятка мечей, но он думает, восстановит ли он ее. Он, девочки, знаете, вот сейчас думает о том, что вы на него злитесь. Он знает, что вы злитесь на него, королева мечей, злитесь или обижены, или как-то про него не очень хорошо думаете. Он это все прекрасно знает. Но показываться он все равно не будет, потому что это может, если он покажется, это будет связано с 13-м и с нулевым старшим арканом, девочки, да, со смертью и с обнулением каким-то. И закрытые дороги у него. То есть 20-й старший аркан суда. Это очень важно для него не говорить вам, где он, что он, да, и не показывать себя. Он не то, что не может, он не хочет, девочки, показывать здесь. Но человек определенно жив, и видно даже, вы знаете, его вот такое вот шевеление, какие-то движения. Он не один, какие-то разговоры. Там все есть. То есть тут, как говорится, не пахнет таким, что он уже на том свете. Давайте еще глянем. Жив или мертв загаданный человек? Жив или мертв загаданный человек? Я не буду открываться. Это опасно для того, чтобы... Я не хочу тебе говорить, но я жив. Вот он, королем крестовым, прячущимся в хазартах, выпадает он. Именно вам, девочки, не хочет говорить ничего, чтобы вы ничего не знали, чтобы были в безведении, чтобы, типа, знаете, не поехали туда за ним, он думает, да, и что это за мысль у него? Сейчас он говорит, я сейчас не могу прийти, потому что если я пойду, я себя обнаружу как-то и буду нулевым старшим арканом. Я потом тебе пошлю сообщение, но не скоро еще. Потом. Да, девочки, он, вот этот мужчина, он прячется от вас тоже, да, и все он прекрасно понимает. Но про этого мужчину я точно могу сказать, что он жив, да, потому что и он с кем-то еще находится. И даже вот прям, знаете, вот какие-то разговоры слышатся. Ну, живой мужчина, здесь вот реально живой мужчина. Но показываться он не будет и не хочет, он как-то сознательно не хочет ничего говорить, где он и чего он там. Вот такие дела, девочки. Так что он не собирается, знаете, на тот свет. Нет. Он просто еще, знаете, в такой вот ситуации находится, что ему вот нельзя показываться, да, нельзя вам писать. Дьявол, иерофант. И это еще, если он, девочки, знаете, сами где, да, это может потом у него быть еще как-то что-то может быть такое вот, типа на ранение похоже или еще что-то, да. И потом после этого, возможно, он объявится, но сейчас нет. Вот такие дела. Третий вариант, давайте посмотрим, жив или мертв загадочный человек. Семерка кубков выпала. Это хорошая карта, девочки, выпала. Давайте еще посмотрим, жив или мертв загаданный человек. Не могу до тебя дойти. И он, как, знаешь, отправил сообщение, и оно не дошло. Было сообщение, но оно не дошло. То есть, знаете, может, связь как-то пропала у вас. Иерофант, дьявол, башня, тройка мечей. Это, девочки, смотрите... Он знает, что что-то до вас не дошло, да, не дошло какое-то сообщение. То есть он пытался, вот прям, может, по интернету, поэтому как-то отправить какие-то сообщения, может, звонил там, но вот как-то, знаете, у него что-то не работало, и поэтому до вас это не дошло, или там до близких его, других, если вы там просто спрашиваете про этого человека, да. Вы, тут выпадает императрица, это вы, да, и тройка мечей, и десятка мечей. Это говорит о том, что вот вам не надо загружать голову тревожными мыслями, нельзя. Вы тогда качнете вот эту вот живительную силу, которая вас живет, вы императрица. То есть, девочки, знаете, вы на пороге, скажем так, если вы очень много будете думать, и вообще тревожных мыслей каких-то у вас много будет, да,
то это на пользу именно вам не пойдет. И так очень близко эти мысли подошли к вам. Давайте еще посмотрим. Жив или мертв загаданный человек. Его сейчас не показывает. Показывает вас. Показывает о том, что вы еще больше будете волноваться, короче. И вы в одних хазардах. То ли вы будете искать, то ли, девочки, это тревога будет. Это могут быть еще такие, знаете, плохие сны какие-то, да, плохие предвестники. Вы сейчас, вот если вы себя будете накручивать, вы будете привлекать к себе. Вот смотрите, у вас карта императрицы, вы такая живая и сильная. Вы живая сильно. Но как только вы начинаете тревожиться, кстати, даже может быть и не связано с этим человеком, но вот сейчас будете входить в эту тревогу, то у вас очень много выпало хазардов вокруг вас. Это карты неясности, тумана, куда идти непонятно, что делать непонятно, как жить непонятно и все остальное. Я советую вам, девочки, вот сейчас заняться именно своим здоровьем, потому что у вас сейчас полетит ваша энергия вниз. Да. Смотрите, и вы вот как антенна какая-то определенная, сила, башня, шестерка мечей. Если вы сейчас потеряетесь, это может плохо отразиться и на... Короче, вам надо думать о себе сейчас, в первую очередь о себе, потому что потом, если, например, вы здесь загадали своего любимого человека или человека, про которого вы переживаете, вы тревожитесь, да, вы сейчас вот на пороге того, чтобы уйти реально в туман. А если вы уйдете в туман, вы не будете видеть пути, а не будете видеть пути, не будете видеть силы и не будете видеть дома. И шестерка мечей, понимаете? Это очень плохо. Это плохие карты идут именно по отношению к вам, чтобы вы не заболели. То есть я бы обратила сейчас внимание на свое состояние, девочки, на свою ментальность, на переживания какие-то. Может, вам даже не может. Я бы вам даже посоветовала бы там успокоительных каких-то, да, что как-то себя вообще успокаивать, чтобы вас кто-то успокаивал, потому что вам нельзя, как говорится, портить свое душевное состояние вот этими тревогами, потому что вы так сами себя загоняете, знаете, туда, куда не надо загонять. Жив или мертв загаданный человек? Ну, в ближайшее время он, девочки, точно не будет с вами. У него потерянные пути. Четверка мечей, четверка хазардов. Он не будет с вами сейчас разговаривать, да. Но что пытался связь найти, пятерка мечей, не вышел на связь. Сообщение как не... Ну, короче, у него, может, интернет этот прервался. 20-й старший аркан суда. Почему это с ним приключается? Еще, девочка, такой вот момент, да. Это не для всех будет, далеко не для всех, но, может быть, кто-то услышит, да. Если это, девочки, у вас он где-то вот, как говорится, не там, не в окопах никаких, да, это может говорить о том, что у него может быть другая женщина. Может быть другая женщина, потому что выпало тут еще две женщины. То есть, если это ваш мужчина, да, и если вы вот что-то такое вот подозреваете, или вот как-то вам... Почему вы уходите в туман? Вот тут выпадает состояние такое. Смотрите, вот, блин, я не хочу этого говорить. Вот реально, девочки, не хочу говорить, но это мужчина, который может вам изменять, да. То есть не то, что он изменяет вам, а, возможно, он просто с другой женщиной сейчас. Поэтому вот, но вы должны, вот это не для всех, далеко не для всех. Далеко не для всех. Но один момент такой. Почему я говорю, что это далеко не для всех? Знаете почему, девочки? Потому что некоторые из вас одевали розовые очки, и вот этого мужчину любили вопреки. Понимаете? Вопреки тому, что про него говорили другие люди вам, да, про то, что он, например, уже был какой-то бабник, а вы бабника приняли, и то, что он там, например, сейчас где-то исчез, это бабник пошел дальше. То есть вот тут есть такой момент, что для некоторых это может быть, понимаете, но не для всех, это 3% из 100. Жив или мертв загаданный человек?
Ну, девочки, смотрите, тут какие-то карты такие выпадают двоякие. Он как не хочет, чтобы вы знали про то, что жив он или мертв, чтобы вы им не интересовались. Вот он не хочет, девочки, да, на данный момент. Но фишка в том, что показывает еще нестабильный ваш дух. Ваш дух нестабилен. Этот человек жив, но мне показывает, что у вас больше проблем на самом деле, чем у него. Понимаете? У него нету таких проблем, которые есть у вас. Именно с вашим эмоциональным состоянием. То есть, и это даже если вы думаете, что вы сейчас спокойны и все остальное, просто вот эти вот ближайшие 3 дня поухаживайте собой больше, чем обычно, девочки. Вот поухаживайте, да. Прислушайтесь именно к себе. Не надо прислушиваться к картам, сейчас жив или мертв тот человек, когда первым на Таро здесь выпало, прислушайся, как ты себя чувствуешь. Пульс хочется тебе померить, понимаешь? Приложить ладонь к колбу, померить у тебя температуру хочется, понимаешь? Посмотреть тебе в глаза, красненькие они, да? То есть хочется за тобой поухаживать. И Таро тоже говорит, ты лучше про нее скажи, про нее скажи. Вот такие дела, девочки. Так что ваш человек жив, но у меня есть вопросики по поводу того, как он себя, в принципе, ведет по отношению к вам. Вот так вот. Четвертый вариант, давайте посмотрим. Жив или мертв загаданный человек. Ну, девочки, тут не очень дела выпали. Тут выпал туз мечей, и тут дела не очень. Давайте глянем дальше, что ж такое тут. Жив или мертв загаданный человек. Девятка хазардов. 11 старший аркан силы. Фортуна. Шестерка хазардов. Нет, девочки. Нет. Смотрите, этот человек, скорее всего, ушел в мир иной. Но выпали вы. И знаете, что вам выпало? Сила, фортуна, башня. Да? То есть что вы с этим человеком, скорее всего, не увидитесь. Понимаете? Но, то есть ни к чему себя не готовьте. Мы все-таки гадаем на Таро. Возможно, вы могли выбрать не свой совершенно такой расклад, но он тут явно понятен. Но тут еще один такой момент. Это, девочки, тоже не каждые поймут, да? Но кого этот расклад касается, вы это поймете. Вам это даже на руку, вам это выгодно. И вы почувствуете облегчение, вы почувствуете что-то хорошее, вы почувствуете свое будущее, вы почувствуете себя более счастливой из-за того, что этого человека нету и не будет рядом. Не для всех это, девочки, гадания, да, но все же. Если у вас такого нету, значит, вы выбрали не свой вариант. Да, девочки, потому что тут идет облегчение. Тут идет просто облегчение. Облегчение от смерти, скажем так. Поэтому, девочки, я тут дальше не буду раскладывать, но вы меня поняли. Да? Вы меня поняли. Если это не ваш расклад, и к вам он не относится, да, попробуйте там, девочки, посмотреть мои другие, там, жив или мертв человек, мои другие гадания. Посмотрите, они есть, девочки. Можете других тарологов посмотреть, вот кто вам больше откликается, потому что тут все явно. Все, любимые мои, люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо. Я держу за вас пальчики. Пусть будет именно так, как вы хотите, как вы чувствуете, пусть будет. И пусть это будет всегда во благо вам, что бы ни случалось, что бы ни случалось в этой жизни. Рождение и смерть – это тоже часть нашей жизни. Поэтому как мы должны к этому относиться? Должны ли мы бояться смерти? Должны ли мы бояться покойных, да? Или как должны мы к этому относиться? Это, девочки, для каждого это личный очень, очень личный вопрос, на который именно вы, никто, только вы должны знать ответы. Все, любимые мои, пока-пока.